Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, это Польза.нет Live. И здесь только быстрые обзоры с целью сэкономить вам средства и чаще всего подробные. На этот смартфон, это Vivo X200 Pro, уже был обзор на канале на основном Польза.нет. Помимо этого на Польза стрима мы с вами прожаривали его в играх. И сейчас, то, что вы сейчас видите, у нас получается 9 декабря, уже пришла еще одна обнова для камеры. Я снимаю этот обзор без включения Dolby Vision, потому что в Dolby Vision кодировка глючит, цвета все равно прыгают, вы, возможно, этого не увидите, но по факту я бы не стал пока в нем снимать, для того, чтобы это дело куда-то выкладывать. Для себя может быть, и может быть у вас есть спецпрограммы, которые хорошо это дело понимают и поддерживают еще много всего, включая мониторы, но об этом позже. Не забываем подписаться на этот канал с колоколом, потому что вот такие обзоры на основной модуль в основном. Если есть возможность переходить на ультраширик, а я это буду делать, то мы будем переходить. На телевики, разумеется, будем переходить. Я делаю на все смартфоны, и за последние 2,5 года только здесь я их сделал уже, по-моему, 110. Следующий обзор будет на iQOO 13, потом Neo 10 и Neo 10 Pro. По поводу Vivo X200 Pro, что я могу сказать? Это не ультра. То есть, когда мы с вами будем рассуждать по поводу того, насколько он хорош, какие у него минусы и плюсы, я вам сейчас все расскажу. И по поводу этой батареи, которая, разумеется, в каком-то сценарии использования может прожить 2 дня. У кого-то, я не знаю, у кого X100 Ultra не жила 2 дня. Напоминаю, что прошивками все это могут как улучшать, так и ухудшать. Допустим, у вас новый смартфон сегодня, а потом им 300-ю серию надо будет продать, и они скажут, что, друзья, мы выгружаем прошивку новую, автономность у вас падает, потому что он начинает прорисовывать лучше ваше внутреннее ПО, там герцовка выше, еще что-нибудь. В общем, я не верю в магию, что никто не разгоняет маркетинг, поэтому Vivo X200 Pro может снимать вот вам реальные тесты. 4 часа в 4К 60 FPS без остановки, 3 часа 59 минут. У меня тест со 100% до 0. И получается 4К. И играть вы можете около 4 часов, потому что он поедает в среднем в играх 24% заряда. Притом он не лучшим образом себя ведет. Здесь процессор Mediatek, 2 с лишним миллиона баллов. В Antutu он выбивает, он довольно энергоэффективный, но опять же, под что они его оптимизировали? Разумеется, под всякие тротлинг-тесты. А по поводу реальных сценариев использования я вам уже рассказал. Но, чтобы у вас не было ложных иллюзий, я люблю Vivo. Vivo — это одни из тех смартфонов, которые, несмотря на то, что оно, что продать тяжело, но, с другой стороны, вот Миньку, да, я продал 200 Pro Mini на 23 тысячи дешевле, этот я продам на 14 тысяч дешевле прямо после обзора одним кадром. Что такое Vivo? Это премиальный бренд. То есть был у нас, когда BBK до 23 года, у них были, кто не в курсе, Vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, iQOO, Oppo, Realme, iPlus и iQOO. И вот Vivo — это прям самый крутой их бренд. Ультраширик, основа, X2, то есть телевички проверяем, X3, X10. И почему я об этом говорю, X20 максимум. У Vivo, как бы что бы я ни говорил, то есть да, он сейчас красит, он может быть где-то сглаживает в видосе мое лицо. У него может быть какими-то моментами переключение между ультрашириком и основой не очень хорошее. Но вы должны запомнить, что это флагманский бренд, и у него почти все смартфоны флагманские. То есть даже у него дешевые смарты, они крутые, но дорогие. И кроме линейки V я, в принципе, ничего не покупаю и даже не беру. То есть мне Vivo предлагает очень часто всякие смартфоны, за это им спасибо. Ничего они не требуют взамен, но мне эти линейки реально не интересны. Не 30-я, не 40-я, 200-я линейка, 100-я, вот эти вот Pro, Ультра и все остальное, они очень крутые. Чаще их нет на глобале, но даже в китайской версии, вот у меня и Vivo X200 Pro, бенды все есть. Я думаю, что большинство смотрит этот обзор только те, кто понимают, что это такое, и поэтому, может быть, я не убегаю в подробности из разряда того, что
Комплектуется он зарядкой, кабель питания чуть-чуть меньше стал, чем был. Очень странно, что он не с Type-C на Type-C. Очень странно, что 90 Вт, хотя он заряжается опять же 45 минут, но это забавно, когда вот опять же этот бренд BBK когда-то был большой, у Realme зарядка 300 Вт, они делают все меньше. У Vivo была 120. Да, тип зарядки меняется, но и мощность тоже меняется. Вот. Если говорить про еще какие-то физические качества, практически прямой экран ёшки. Воу, я не буду вам показывать это, но здесь есть мертвое зеленое существо. И я прям испугался. Вот, я думаю, вы на заднем плане увидите. Варан. Так вот, по поводу съемки. Не по поводу съемки, по поводу комплекта. У нас с вами зарядник, кабель, неплохой чехол и огромный смартфон классическим образом. Почему особое внимание на огромный и не на 90-ваттную зарядку, которая заряжает, в принципе, за 45 минут у меня? И то, что здесь беспроводная есть, по-моему, на 30 Вт, реверсивная, по-моему, на 15, может, на 10, можете меня поправить. Покрытие Zeiss с камерами, они совместно с Zeiss работали. Но я больше внимания на какие-то ремарки не из разряда, что Type-C-шник там 3.2, это круто, а из разряда, сравнивал я его с Samsung. Да, многие скажут, что Samsung проиграл. У меня чуть другое мнение, потому что я люблю сравнивать видео, потому что с фото ты можешь нагреть кого угодно, с чем угодно. А когда ты сравниваешь видео, все эти прыжки баланса белого, все эти изменения температуры цветов. Вот, допустим, вот сейчас я посмотрю, ну, выкручивает он. Даже вот этот розовый, он выкручен. Так вот, все это видно. И когда я сравниваю с айфонами или самсами любые китайские флагманы, можно акцентировать внимание на то, что здесь пиковая яркость просто запредельная, больше 2000 нит. Можно акцентировать внимание на том, что у них новые технологии зарядки аккумулятора, но я говорю, я провожу тесты, игры, съемка. Можете мне еще какие-нибудь посоветовать? Да, можно включить автояркость, минимальную яркость, не пользоваться программами с высокой герцовкой. Много можно чего сделать. Можно растянуть на 3 дня, наверное, аккумулятор. Но вот у меня такой подход. И если говорить о Vivo, они как красили, повторяюсь, так и красят. Может, повествование не очень, потому что я мертвого варана там увидел. Он очень сильно плохо пах, и я непривычно. Первый раз здесь вижу за 3 года. Так, надеюсь, меня не смоет. Но снимает это дело очень круто. И мало того, что давайте здесь ультраширик включу, плавненько проведу. Кратко, процессор MediaTek. Не скажу, что лучший вариант развития событий, но выбивает много, кому-то нравится основа. Мне нравится картинка. Сейчас еще раз повторяюсь, Dolby Vision отключен, поэтому картинка должна быть лучше, чем была у меня до этого. Но по габаритам он огромный, и поэтому не особо удобно играть. Так что, если вы собираетесь покупать Vivo, да, я часто говорю, Vivo, iQOO, еще что-то не найти в магазинах. Но есть у серовозов. То есть, если вы собираетесь брать у какого-нибудь перекупа какой-то смарт, в конце концов, вы можете один раз напрячься, доехать и потрогать у него 4-5 смартфонов, посмотреть, как они у вас лежат в руке, потому что это очень большая штуковина. И дело не в развесовке даже, а в том, что многим эта огромная штука будет неудобна по габаритам. Если говорить про камеры, от чего я ушел 3 минуты назад, дошел до места и вспомнил. Смотрите, я, сравнивая с Samsung, могу с вами спорить, хорошо или плохо одно или другое снимает в одну стоимость, потому что S24 Ultra с пенсилом на Авито выходит 85, и это дело где-то 85-90 выходит. Но S24 уже старенький, сейчас выйдет S25 Ultra. Неизвестно, что Samsung сделает со своим старым S24 Ultra. Может, они с прошивками нечаянно его и поломают чуть-чуть. Но у тебя есть смартфон, который может в стоке переключаться в 4К 60 FPS, я говорю про Samsung, с фронтальной камеры на основную. Vivo — это камерафон. Какого лешего они все еще это не сделали, вопрос дня. В 4К 30 FPS это возможно.
4К 60 FPS невозможно. И я считаю это огромным минусом, потому что мы говорим про конкуренцию. По кабелю можно подключать его к компьютеру. Кстати, возвращаясь к кабельному хозяйству, какого лешего USB-A на Type-C кабель, когда до этого, и вот я не знаю, айкушки все тестирую, все Type-C на Type-C. Но это вопрос. Это как бы, как минимум, ненормально, непонятно, и я это не поддерживаю, потому что у всех либо ультрабуки есть, либо Type-C-шники где-то еще. В общем, с Type-C на Type-C по мне более актуально, можете меня поправить. Если говорить по поводу всех этих телевиков и всего остального, мне очень нравится подход лояльный у BBK-евских либо фанатов, либо друзей BBK, либо Realme, либо еще чего-то, как они обыгрывают телевики. Телевики у всего концерна BBK очень даже неплохие. Притом, начиная с каких-нибудь Realme 13 Pro Plus и заканчивая как раз вивовскими топовыми смартфонами. Если говорить про сенсоры и все остальное, у нас еще будет Vivo X200 Ultra. Посмотрим, что они с ней сделают. Но этот смартфон уже снимает очень круто. Просто единственное, не забывайте, что все в $300 снимает круто. Вот. Все какие-то там фишки и там снег, осень, еще что-то, какие-то фильтры есть в любых смартфонах, либо вы просто скачиваете программы и имеете то же самое. То есть плюс Vivo X200 Pro, что это новый вивовский флагман со всеми бендами. Где-то читал, что у каких-то вариантов Vivo X200 Pro каких-то бендов нет. Проверить не могу. На Алишке указаны все. И 3, 7, 20 бенд для 4G. Разумеется, нет eSIM, потому что это не глобальная версия. Выйдет в глобалке, может быть, и появится, но там будет минимум, наверное, не знаю, плюс 40 тысяч. То есть сейчас он висит на Али за 80. Потом, мне кажется, они его минимум будут продавать за стоимость так. Ну, если не 120 в китайке, в глобалке, то где-то около того, как минимум. Скорее всего, 130 или 140, если он дойдет до России. Но обычно до России эти флагманы в глобалке не доходят, и это прям безумно обидно. Разумеется, здесь топовая защита от влаги, он у меня не утонул, IP68. Разумеется, прямой экран, практически прямой. Мне очень нравится, легкие. Здесь есть закругление. Помимо этого, усиление голоса отрабатывает с 90-й линейки хорошо. И если говорить про, не знаю, какие-то особенности, ну, исключая того, что где-то в упаковке какие-то изменения. Кому-то вибро больше нравится сейчас, кому-то раньше. Кому-то динамики. Я говорю, мне это очень сильно импонирует, когда люди рассуждают про динамики в смартфонах в отрыве от колонок. Покупаете Motion Plus за $50 и удивляетесь, как вы вообще можете сравнивать что-то. Но в целом все хорошо. Другой вопрос, что я знаю, по-моему, одного блогера, кто входил с Vivo, но это была, по-моему, Ультра. Больше блогеров я не знаю. Авито уже даже X200, X200 Pro Mini, X200 Pro и Vivo X200 завален. X200, возможно, у меня будет на обзоре, как раз там еще довезут всяких обнов. И в целом, это такая история, вот эта вот железка, что я и плохого сказать ничего не могу. Может быть, вам показалось, что что-то плохо, но это когда, вот у меня была 80-я, по-моему, линейка первая, потом 90, 100, и вот сейчас 200-я. Я их покупаю, потом продаю минус 15-20, имею свою какую-то монетизацию с просмотров, но какого-то вау-эффекта я не чувствую. Да, ты установишь сюда Play Market, установишь Google клавиатуру, может быть, настроишь почти все оповещения, но когда я там, не знаю, мог кричать «Вау!» в 90 линейке этот дактилоскоп был, там, ты моментально палец прикладывал, он огромный был, но он у тебя разблокировался. Здесь не так. Здесь у тебя дактилоскоп, отпечаток пальца в экране работает хуже. Там ночью, можно сказать, они ночью нормально разблокируют по лицу? Нет. При недостаточном освещении нет. И в этот ценник 80-ник очень много разных флагманов. Плюс ты там докидываешь окей 10 и не так много желающих их покупать.
Допустим, те же айкушки 13 без беспроводной зарядки или Realme 13 Pro, которые я тоже ругаю. Но они единственные без беспроводной зарядки, и там телевики попроще, основы попроще. Но нужны ли вам эти камеры так сильно? Когда разница в цене 30-40 тысяч, это вопрос дня, правильно? А там, допустим, есть обходная зарядка у iQOO 13. Обзор на канале и обзор одним кадром, скорее всего, на него будет послезавтра. Завтра будет на X6 Pro. Кратко, про этот смарт серовозы до начала вообще продаж сделали много обзоров. Посмотрите, там есть очень подробные, очень хорошие обзоры, я без сарказма это говорю. Есть маленькие рекламные, вот те, что длинные, они как бы могут помочь вам решить. Но магия в том, что здесь же зависит от угла и точки соприкосновения. То есть, допустим, как удобно с S24 Ultra сравнивать, как угодно, но не по видео. По видео есть сравнение? Нету. По фото скачивайте исходники, у меня там за эти 1,5 месяца их немерено просто. Ну не 1,5, но за месяц. В моей личной телеге по ссылке в описании. Смотрите обзор, смотрите комментарии и помните, что просто это одна из тех вещей, которые можно назвать неликвидной. Смарт классный, но неликвидный со своими заморочками. То есть все оповещения у вас не будут, какие-то заморочки у вас с, получается, отображениями оповещений будут. И с китайщиной тоже будут небольшие заморочки. eSIM здесь не будет. И все. Наверное, это основное, что вам нужно знать. Но обязательно повертеть в руках. Это очень странный по эргономике смартфон. Он большой. Вот мягко скажем. А все остальное это по большому счету не важно. Вам же с ним функционировать. Шим то же самое. Все измеряют разными методами, разными приборами. И посмотрите мои измерения шима и на стриме, и на основном канале в полноценном обзоре. У меня шим у этого экрана приличный, он есть. Сказать, что его вообще нет, я не могу. И повторяюсь, обращайте внимание на то, кто что утрированно использует. То есть я для видеосъемки использую для подсъемов уже совсем чуть-чуть, но в основном iPhone. iPhone для меня на 99% это про безопасность, про банковские приложения. То есть, допустим, здесь у меня никакие из банков по лицу мне не позволяют разблокировать оплату. Даже пиксели вроде по идее могут. И у Knox есть у Samsung. Но вот местные банки в Азии, не в одной стране, а в нескольких, у меня есть несколько банковских приложений, только iPhone. То же самое в наших приложениях, несмотря на то, что говорят их не установить желание. Есть там биржи, еще что-то. Для меня это яблоко. В каких-то других случаях, если у вас нет таких особенностей и вам нужен фотофлагман, и у вас есть, допустим, 90-я линейка от Vivo, 100-я линейка от Vivo, еще какая-нибудь ультра при этом, ну нечего дергаться. Они физически ничего нового не предлагают. А все эти алгоритмы, это в каком-то смысле куром насмех, и все эти баллы в Antutu, у меня всегда вопрос. Баллы в Antutu это либо про видео, то есть обработка видео, это реально огромные мощности, особенно если ты что-то где-то улучшаешь с ИИ. И, разумеется, это игры. Ни то, ни другое я не вижу ни во всех, у большинства смартфонов, чтобы никак прокачивалось. Тогда вопрос дня, за что вы должны переплачивать. Если у вас нет никаких глюков и деградации батареи, по мне нужно подумать 10 раз. Но я же вам в самом начале сказал, что мои обзоры в первую очередь про экономить. А экономить, лучшая экономия это не покупать в принципе. Так что если вы на 90-80 линейке, может и есть смысл перейти, потому что она уже древняя, 100-й однозначно нет. Ну, с 80-й, скажем так. И потом напишите мне в комментах, как вам 80-ю было продавать от Vivo. Это не сарказм. Это одни из тех смартфонов, которые в Азии, допустим, продаются просто, в России продаются у меня очень сложно. У вас, может быть, другие кейсы. Мне часто пишут, что вот я продал дороже, в те же деньги. Вам везет. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, чтобы я продолжал делать подобные обзоры, потому что, повторяюсь, те, кто не понимает, что для вас основной плюс это то, что вы в одинаковых условиях одинаковое лицо, одинаковый голос слышите и видите на YouTube при прямой загрузке больше, чем в количестве 100 раз. И когда вы открываете какой-нибудь тоже Nord 4, и вы не видите разницу, или какой-нибудь Poco X6 Pro, и вы не видите с этим смартом разницу, зачем вам платить в 5 раз больше? Идею, я надеюсь, вы поняли. Девайсу, повторяюсь, да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Хотите помочь контенту и каналу на ТГ скидок, подпишитесь, как раз сейчас идет распродажа. Добра и удачи вам, дорогие друзья.